Всем привет! Сегодня мы отправимся в литовский город Алитус и посетим заброшенную административную высотку при текстильном заводе. Находки порадовали, особенно класс гражданской обороны с крутыми артефактами из прошлого. Приятного просмотра! Сколько стульев? Наверное, из всего здания их сюда снесли. А вот тут, похоже, кто-то жил. Возможно, бездомная. Двухэтажная кровать зачем-то тут стояла. Возможно, тут когда-то было что-то типа хостела. Батареи даже остались. Но электричества нет. Нахожусь я в здании, которое когда-то принадлежало одной очень крупной фабрике текстиля. Кабинет. Ключи, кстати, висят. И, как обычно, документы и книжки. В основном технические. 86-й год, Москва. Телевизоры и их ремонт. Тоже 86-й год. Сколько книг хороших пропадает. Со всякими схемами, описаниями подробными. Здание очень большое, здесь 11 этажей. И все эти этажи выглядят примерно вот так. Что ж, буду стараться показать лишь самое интересное. Здесь такие самые типичные офисы были. Опять же, с документами, офисной техникой. Факс. Телефоны. Кстати, уже не с крутилками, а более современные. Двухтысячный, 96-й. Самый свежий 2006 год. Документация. Все на литовском. Так как находимся, если кто не понял, мы сегодня в Литве. Телефонная станция, что ли, была. И снова телефонные аппараты. Так подозреваю, уже 2000-х годов. А вот это уже более старые телефоны.
Но они все почему-то разобранные. Ух ты! Это же ведь проигрыватель пластинок. Телефон сразу с 3 крутилками. Тут, возможно, есть и вэфовские телефоны, которые производились у нас в Риге в то время. Чья-то мастерская. — 2007. Еще один кабинет. Снова книжки и календарь за 2005. Газеты 2002, 2003, а вот 94. Рекламные объявления. Вообще, конечно, удивительно, ведь уже прошло больше 30 лет с момента вот этой всей советской эпохи, а до сих пор можно встретить такие вот здания, где лежат артефакты тех лет. Судьба этого завода мало отличается от других. Здания, где были цеха, само производство отремонтировали, сдали в аренду другим фирмам, уже современным. А вот административная высотка так и осталась стоять. Были здесь офисы, архивы, бухгалтерия, возможно, даже конструкторское бюро. Находилось здесь, так сказать, управление завода. И получается, что заброшено это все 16 лет. Сколько фотографий. Возможно, даже обложек с журналов. Журналы моды. Ну да, это же ведь завод текстиля. Еще один офис. Кстати, рижский. Как-то я встречал именно такой же сервис в заброшенных деревнях. Кстати, интересно, здесь такая клетка внутри лестницы. Вероятно, когда-то здесь был лифт. Но 2 лифта еще здесь. Здесь, возможно, был грузовой лифт. 3 лифта. Сколько же мне еще этажей вверх идти? Нахожусь я уже на 8 этаже тем временем. Ух ты! Какой бар! А главное, какой вид. Кстати, чуть позже поднимемся и на крышу. Надеюсь, что она будет открыта. Какая плитка, как новая. Не-а. И туалеты. И снова небольшой офис. Кстати,
нитки. Возможно, образец продукции этого завода как раз. Не так давно я был на заводе ниток в Каунасе, и там тоже находил похожую продукцию. На самом деле, немножко приложить руки, покрасить стены, поменять окна, убрать, конечно же, поставить новую мебель, и здесь могли бы получиться очень неплохие современные офисы. Девятый этаж. Небольшая комнатка совещаний, что ли. Вау. Вот это уже что-то интересное. Организация и задачи гражданской обороны. То есть здесь был класс гражданской обороны, получается. Это очень странно, потому что обычно я привык, что гражданская оборона, ее преподавали в бомбоубежищах под землей, но никак не над землей. Устройство противогаза и фильтра. Пост РХН. Кстати, схема дозиметра ДП-5. Иприт. Сделать 60 качаний. Окраску наблюдать через 1 минуту. Я так подозреваю, здесь различные химикаты. Возможно, и ядовитые. Но они были нужны для того, чтобы определить количество вредных частиц в воздухе, может быть, даже в воде, чтобы понять, нужно ли одевать противогаз, там, фильтровать воду в случае катастрофы. Ух ты, аптечки АИ-2. И снова в полном сборе. Только немножко все разбросано. Вот это да. В общем, помимо вот этого Тарена, средства при отравлении ФОВ, которые употребляют многие наркоманы, здесь находится еще вот такой вот шприц с противоболевым средством. Он, конечно, пустой, но это редкость. Здесь внутри находился промедол. И, наверное, в 70-е годы его клали в эти аптечки, в каждую. Но, к сожалению, уже даже в те годы многие его употребляли просто так, ради кайфа, так сказать. И поэтому вскоре его убрали из этих аптечек вообще. И стали класть уже только Тарен в аптечке. Поэтому встретить аптечку с вот этим шприцом — это редкости. Такой небольшой трофей. Я ее, пожалуй, возьму с собой. Кстати, интересные рисунки про военную технику. Плакаты висят на стене. Кстати, здесь же еще когда-то были такие витрины с чем-то интересным. Вот, с медицинской сумочкой, например. Сейчас уже все разбито, к сожалению. 1977. Средства для защиты открытых участков кожи от радиации. Различные медицинские препараты. Правда, тут все на литовском, опять же. Грелка. Кстати, указатели с подсветкой
И смотрите, батарейки Планета. Фотографии. Изучение условий соревнований. Переноска пострадавшего. Вынос пострадавшего из очага поражения. Оказание первой медицинской помощи. Возможно, на фотографии этот самый кабинет. Интересно, каких годов эти фотки? Вырезки из советских газет, наверное. Год Великих Побед. Статья про Вторую мировую войну, как что происходило. Фотографии. Черно-белые. Любовью народной согретые. Сохраняя советское небо. Воздушные войска тех лет. Летчики-перехватчики всегда готовы к вылету. И еще фотографии с учений. Вот это да, вот это находки. Я думаю, если тут преподавали гражданскую оборону, где-то точно должно быть и само бомбоубежище. Возможно, даже и несколько, потому что завод был действительно больших размеров. Как устроен фильтр. Похоже на такие, не скажу, что уголь, но похоже на уголь. Такие гранулы небольшие. А вот это фильтры не разрезанные. Еще самолеты, истребители. Отличник гражданской обороны СССР. Вот это да! Целый ящик с аптечками. Тут реально внутри лежат десятки аптечек. Причем все они, судя по звуку, полные. Да. Все эти аптечки полные. Вот это да. Надо взять парочку, как трофей. Вот это находка. Я даже в бомбоубежищах еще не находил именно ящики с аптечками, чтобы они были. И снова про войну. Вторую мировую. Исторический экскурс. Фотографии с учений по гражданской обороне. Как они тренировались. Носили пострадавших на носилках. Оказывали первую помощь. Тушили пожары. Надеюсь, учебные. Вертолеты. Вот это да. Начальник гражданской обороны проводит занятия с руководящим составом. Ведущий инженер подводит итоги проверки состояния гражданской обороны на комбинате. Вот это да. Насколько все было серьезно. О, в противогазе сидит. Отработка норматива на длительность пребывания в противогазе. То есть это они тренировались долго
находиться в противогазе. Это она, получается, работает. Это она работает в противогазе. И, кстати, вот здесь как раз белые нитки вот эти вот, которые я находил уже в прошлых офисах. То есть это именно на этом заводе текстиля сделаны фотки. Вот это да. Я не знал, что был такой норматив на то, чтобы долго времени провести в противогазе. Разведчик-химик. Да, это, конечно, очень интересные находки. Я бы даже сказал, что здесь интереснее, чем в некоторых бункерах. В общем-то, уже только ради этого класса гражданской обороны сюда стоило прийти. Здесь у нас небольшой архив. Вот это да! Какой бар! А это ведь не бар. Здесь была библиотека. Да. Здесь сидел библиотекарь, скорее всего. А вот здесь хранились книжки. Вот надписи на литовском. Полка с книгами по текстильной промышленности. За время пребывания в Литве я уже чуть-чуть подучил литовский. Экономика, химия, электротехника, организация работ на заводе, техника безопасности. 72-й год. Немножко завидую людям, которые здесь работали в то время, потому что у них был очень красивый вид из окна. 9-й этаж все-таки. Немецкий телефон, что ли? Такс. А вот тут уже что-то интересное. Помимо документов. О, вот они. Нитки, которые делались на этом заводе. Вот они, образцы. Образцы продукции. Состав, здесь все указано. Вот это да. Сертификат даже какой-то есть. Сколько их здесь? Полный шкаф. А вот это, видимо, образцы ткани, которую здесь делали. Сколько разных цветов. Причем все цвета красивые, такие приятные для глаза очень. И это же тоже, это что же все продукция. Похоже, кстати, на скатерть для стола. Тоже продукция. Алитусский текстиль. Именно такой значок на крыше этого здания. Вот здесь по-английски написано про эту фабрику. Фабрика была построена в 1969 году. Называлась Алитусский текстиль. Находится в 100 километрах от Вильнюса, столицы Литвы.
состояла из 3 департаментов, и всего здесь было 1400 рабочих. Получила премию «Золотая звезда» за качество товаров. Какой сейф! Кто-то, наверное, хотел сдать его на металл, выволок сюда, а дальше просто не сумел никуда его сдвинуть. Документация исполнителя. Работа с секретными документами является делом государственной важности. Внимание! Выносить секретные документы из помещения специальной части без разрешения строго запрещается. Вот так вот, шуток мало. 10-й этаж, уже предпоследний. Тутовый шелкопряд. И снова нитки. Вот они. Образцы продукции, опять же. Вот тут, видимо, также представлена часть продукции с дефектами, как образцы. И тут еще нитки. Дотрагиваться до эталонов, уложенных в коробке, и держать над ними сравниваемые образцы не разрешается. Не оставляйте коробку открытой. А вот тут, похоже, был небольшой архив. Сколько документации? Одиннадцатый этаж. Последний. Кафе. Вау. Кафе на последнем этаже. Барная стойка. Кстати, а какие люстры красивые. Блин. Я знаю, что я здесь сделаю. Не, ну вы посмотрите на эту красоту. Еще же на крышу попробую выйти. Что может быть лучше, чем в перерыве попить кофеечек с таким вот прекрасным видом? Закрыто. Ура! Я на крыше. А вот и эмблема этого завода. АТ. Алитус Текстилас. По-литовски так этот завод называется. Вот такая вот она, Южная Литва. Кстати, население Алитуса около 50 тысяч человек. И там вдалеке на горе как раз таки виднеется жилой массив из панелек.
А вот это вот большое здание, просто посмотрите, насколько оно огромное. Это все раньше были цеха, где было именно само производство этой фабрики.